Правда не раз... на улице Волочаевска, поста 1. Инквизиция действует. В мае 2024 года Минприрода России предложила изменить правила охоты и разрешить убивать медведей всю зиму. Инициатива вызвала большой резонанс, ведь зимой медведи находятся в состоянии сна, рожают детенышей и не могут защитить себя. Экологи говорили, что за предложением ведомства могут стоять интересы трофейных охотников, которые хотят добывать гималайских медведей. Летом подстрелить этого зверя, живущего в горных непролазных лесах, очень сложно. Трофейная охота на гималайского медведя характерна только для России. В других странах, от Китая до Непала, он находится под охраной. Но все ли так хорошо у гималайского медведя в нашей стране? И допустима ли вообще охота на него? Гималайский медведь – экзотическое для России животное. Он обитает преимущественно в субтропических лесах в Китае, Непале, Бутане. А на Дальнем Востоке проходит северная граница его ареала. Условия жизни здесь для гималайских медведей экстремальны. Зимы многоснежны, а кормовая база скудна. И с каждым годом эти условия становятся все хуже. Это прикорневая, камлевая часть липы амурской, то есть часть та, которая наиболее ближе к корням, диаметра примерно около метра. Это как раз вот деревья такого размера, которые выбирают гималайские медведи для зимнего сна. То есть в таких именно вот липах такого диаметра очень часто располагаются их берлоги. Ну, как правило, все липы, уже вот достигшие таких размеров, они имеют внутренние гнили. И видно, что лесорубы верхнюю часть уже забрали, а вот здесь вот гнилая часть они бросили. Ну, тут уже ближе к корням она уже для них не такое большое имеет значение. Ну, а для экосистемы, для животных это уже все потеряно, навсегда утрачено. Этой липе больше сотни лет, около 200 лет, наверное. И старые липы амурские, они практически все подвержены гнили. И медведи иногда даже сами прогрызают дупла. Ну, как правило, все-таки это какие-то естественные дупла. Либо ветка отломится, либо ствол может, там часть ствола обломиться. Липы бывают раскидистые. Вот, и медведи в этих дуплах охотно зимуют, они там соскабливают эти все гнилушки на пол берлоги, вот, и на вот такой мягкой подстилке зимуют. И самое интересное, что дерево может жить еще там 20, 30 лет, 40 лет, а медведи в нем зимуют. То есть берлоги в липах, они могут использоваться на протяжении десятилетий, многими поколениями медведей. Вот, для лесорубов это ценный ресурс, и такая липа, которая могла еще служить для животных там много-много десятилетий, она все уничтожена для экосистемы. Рубки леса – основная угроза для гималайских медведей на Дальнем Востоке. Лесорубы лишают животных кормовой базы, ведь гималайцы питаются в основном орехами кедра и желудями. А еще лесопромышленники забирают у них убежища, те самые дуплистые деревья, в которых гималайцы зимуют, рожают детенышей и спасаются от крупных хищников – тигра и буровые медведи. По данным ученых, только 6% кедрово-широколиственных лесов в Приморском крае, регионе с наибольшей численностью гималайского медведя в России, не затронуты рубками. Мы находимся в самом сердце уссурийской тайги, вернее того, что от нее осталось. Здесь кедр был выпилен еще несколько десятилетий назад, после этого еще рубки раза 3-4 проходили. И вот прошедшей зимой лесорубы зашли в очередной раз и уже допилили остатки ценной древесины. Это уже не нормальный лес, то есть если вот как для меня, как для специалиста, я знаю, что это типичная зона произрастания кедрово-широколиственных лесов, вот такой лес уже нельзя назвать кедрово-широколиственным, потому что в этом лесу изначально господствовал кедр, то есть весь верхний ярус это были огромные кедры, там по 35, по 40 метров высотой. То есть вот сверху смотришь, кажется, что один кедр, а уже вот остальные виды деревьев, там та же липа, ясень, дуб, это уже так называемая свита, которая всегда присутствовала в этой составе кедрово-широколиственных лесов. Теперь вот этот тонкомер, он преобладает, потому что кедр был выбран раньше, потом, выпилили уже основные массивы дуба, липы, ясеня крупные, а теперь уже пилят вот буквально, видите, разные деревья попадаются диаметром. Ель, допустим, раньше бы ее еще лет 10 назад ее бы не стали пилить.
береза такая же, вот и ясенек небольшой лежит. То есть, ну и видно, что это вот прям вот через каждые 50 метров идут волока. То есть это по факту, как вот выглядит как сплошные засечные рубки. У нас запрещены сплошные рубки, но вот по сути это есть сплошные рубки, потому что они буквально вот нарезаны волока через каждые там несколько десятков метров. И все это выпилено вот подчистую. Нарушенная экосистема – это уже больной лес, потому что, во-первых, здесь уже не та биомасса кормов для животных, важнейших кормов. Здесь уже нет кедрового ореха, здесь уже нет желудей, тех же плодов липы, ясеня. Это все те корма, которые животные активно используют. В таких лесах нарушаются естественные циклы плодоношения, потому что нарушается микроклимат, нарушается опыление, оно попросту затрудняется, потому что отдельные деревья, там, того же кедра или того же дуба, да, во время опыления они уже далеко друг от друга находятся. То есть в норме это должен быть такой плотный древостой, а мы стоим на солнцепеке фактически. То есть тут уже все нарушено, там и водный баланс, и температурный баланс. То есть тут уже совершенно иной микроклимат. Этот лес, он просто больной. Он уже, скажем, он уже не имеет той продуктивности, он в разы продуктивность его ниже, чем в первичных лесов ненарушенных. Ну вот тоже липа. Ассортимент, который не подошел лесорубам, оказался мне интересным, потому что вот забраковали его. Тут уже видно и гниль, и ствол уже искривленный. Вот огромный ствол тоже липы, кривой, тоже с гнилью. То есть с одного дерева огромного, которое могло еще на протяжении десятилетий быть важнейшим домом для животных, с него вот берут кусок, максимум 2, остальное все бросается. И даже, казалось бы, там можно как-то это было использовать там для местных нужд, там, не знаю, для доски те же делать из липы. Все бросается, потому что такие ассортименты, они для Китая не подходят. Все. То есть у нас других интересов нет. Только лишь вот в виде круглого леса все поставлять за границу на экспорт. Можно сказать, что у людей нет выхода. Лесопромышленная отрасль, мол, очень важна для экономики Дальнего Востока. Однако в реальности это не совсем так. Из-за коррупции государство получает от нее совсем немного денег. Порой речь идет о 20 рублях за срубленный кубометр древесины. Тогда как от рубок только в Приморском крае бюджет, по оценкам экспертов, должен получать порядка 50 миллиардов рублей в год, в реальности он получает около 2 миллиардов. И пока небольшая группа лесопромышленников и чиновников получает большие деньги в свой карман, медведи не могут найти себе пропитание, а проблемы из-за этого случаются у простых людей. Ночь с 26 на 27 не спали многие. Одни участвовали в ловле, как выяснилось, медведей, другие не могли успокоиться от звука выстрелов в разных местах поселка. В полиции ничего не сообщают о ситуации с косолапами в районе. Нам только известно, что сотрудники выезжают на место, где люди заметят медведя. Алексей Тишков 21 августа шел по тропинке в первом микрорайоне, и на него неожиданно напал медведь. Кое-как отбился, как-то получилось. Вырвался, и он в одну сторону побежал, а в другую. Наша задача – оцепить место там, где находится животное, и уже далее приступят к работе, к ликвидации, либо, может быть, транспортировке в более безопасное место профессионалы. В 2015 и 2016 годах в Хабаровском и Приморском краях гималайские медведи стали массово выходить в населенные пункты. Их видели на дорогах, городских и сельских свалках, и особенно много в огородах, где они питались виноградом, арбузами, грушами и другими плодами. Так люди узнали, что в лесу большой голод. Так они все пошли вот здесь по хутору, по огородам и старались находить темное время суток. Или рано-рано, в 6 утра даже был случай такой, что мы просыпаемся от лаев собак. Прям у всех собаки гавкают, а особенно у нас. У нас их 3, а у соседа было 2. И вот мы все выходим рано утром, уже как бы светло, потому что лето еще. А у нас виноград ходит ходуном. Мы в огород заглядываем, но они все в ту сторону гавкают. Они ходят. И получается, что мы выходим, а у нас, получается, виноград вот так стоит. И мы вот с этой стороны, а Мишка с этой стороны буянит, рвет виноград, прям съедает, топчет клубнику вот эту вот, и ест виноград. А ближе с края у меня стояли помидоры такие уже, хорошие, большие.
Он виноград весь поломал, что смог, скушал и пошел на помидоры. Мы, конечно, испугались, забежали в дом и наблюдали всю картину в окошко. А у соседа был пневматик или что там, оружие какое, он бывший охотник, поэтому у него было оружие. Он выходит, а у него их два лазит. Маленькая медведица и большой медведица. Ну, короче, мать с ребенком, что ли, получается. И тоже у него много-много винограда тогда было. И они в этом винограде, он раз пульнул, два пульнул. Они вот на этот шум испугались и обратно убежали через огород, потоптали всю картошку, короче. Вот такой вот случай был. У меня две груши, одна побольше, а другая поменьше. Ну, маленькие, которые они сладкие. И так здесь-то мы еще не жили, на той стороне за этот. А ну, сюда приезжали, тут кое-что делали. Так, поэтому, ну и видно, что это утром приезжаем под грушами. Вот маленьких груш вообще нету, только большие. Большие они не такие сладкие. Вот. Потом, что такое? А потом уже, когда маленькие груши закончились, начали большие уже . Прям утром приедешь, все чисто чисто, только ничего нету. Вот. Ну, огород здесь у нас был, жена как-то пошла там вдоль забора с соседями полоть. Полола, а потом раз, видит медведя оттуда, раз, поднимается. Она в одну сторону, он в другую туда через побежал по огородам. Ну, в принципе, и у нас там вот 2 куста было этого винограда. Вроде бы был виноград, потом раз, приходим, нету винограда. А он, оказывается, у нас вот здесь вот недалеко жил. Вечером, когда я приезжал с работы, собаку кормил, она еще маленькая тогда была, он просто зашугал ее и подходил, кушал у нее просто с чашки. А как узнал, что он кушал, он просто чашку, эту кастрюлю оттаскивал подальше отсюда, ну вот это от собаки. Я сперва думал, может, другие собаки, а потом нет. И потом очередной раз я как-то с работы приехал вечером, домой зашел, машину поставил в гараж, домой зашел, услышал, а он вот здесь вот напротив, через дорогу, там нежилой дом, и услышал, калитка хлопнула. Думал, кто-то лазит, что ли, может, пацаны или еще что-то. Взял фонарик, вышел и прямо на него напоролся так, в 15 метрах. Постояли, на друг друга посмотрели, я развернулся, ушел домой. Гималайские медведи в 2 раза меньше бурых. Они менее агрессивны и панически боятся людей. Но совсем без конфликтов с человеком в те голодные годы не обошлось. Было зафиксировано 2 случая нападений. Оба произошли в Лучегорске, Приморского края. В одном случае пострадал полицейский, который сам стрелял в медведя. А вот житель улицы Набережной Виктор Дубицкий столкнулся со зверем совсем неожиданно. Вышел утром погулять с собакой, и уже через несколько секунд на него набросился медведь. К внезапному появлению такого зверя житель поселка Лучегорск оказался не готов. Вечером, выгуливая собаку около дома, Виктор Дубицкий повстречался с разъяренным медведем. Я дверь открываю, и проходит женщина, коляска, 2 детей. Вот я потом уже аж похолодел не за себя, думаю, а если бы вот он на нее и дети. У меня ничего в руках не было. Такого я не успел сгруппироваться, наоборот, я как раз полоборота так повернулся. Он меня легко сбил, я, наверное, 3 метра. Ну, штаны потом выбросил, протер по бетону. Лапы у него были там, ну, когти. Ну, видел, может, медведя? Когти там у него, вот такие вот. Он мне до горла, ну, доходил до горла, чтобы... Я руку поднял, он меня укусил, вот кусок кости, и откусил. Ну, тут люди закричали, все, и видать, собака моя укусила его где-то там ощутимо сзади. И он оттолкнулся от меня и побежал туда, в ту сторону. У меня товарищ, мы вместе с ним работали в одной смене, он охотник. И он сказал, что мы убили. Похоже, что тот, который нападал на тебя, потому что он
побежал, вот здесь у нас очистные сооружения, и там большая такая бетонная труба диаметром, наверное, где-то больше метра. И он туда спрятался. Ну, его там и... Специалисты говорят, что медведь напал на Дубицкого от страха. Городская застройка – непривычная среда для диких животных. А оказавшись между стеной и человеком, Гималай смог решить, что выхода у него нет, только вступить в схватку. Люди, нужно сказать, реагировали на появление медведей по своему разумению. Одни наблюдали, другие даже пытались их кормить, а третьи... Ну, люди по-разному. Кто выгонял их, кто вечером стрелял. Это же не так просто все было. Если он пришел к тебе, вот ты живешь твой дом, он на огород или в сад залез, ходит, кормится там. Все равно же человеку страшно, куда он денется? Он будет стрелять, убивали. Стрельнули раз и успокоились, все. Даже могут не забрать его. Стрельнули, упал он, упал. Ну, завтра найдется. И все дела. Это так же. Это какое-то, как стихия, бедствие, что ли, шло. Голод был. Ничего не уродилось, не было корма. Вот они поэтому и лазили по садам кругом. Шишки не было, ореха не было никакого. Но это же будет для них корм, основная масса, это все. Кедр, лещина, манжурский орех. Ничего не уродило было, ну, просто голод был и все. Но я не знаю, почему не там, на той стороне, может, тоже ничего не уродилось. Оттуда они массово шли, речку переплывали. У нас же здесь загорожена система, стоит колючая проволока. Они ее рвали и проходили дальше. Все. В первую очередь это человек и виноват. Потому что идут такие заготовки леса, раньше такого не было. Дуба нету, дуб выпиливают весь полностью. На деляне отвели все это выпиливается. Кедр рождает раз в 3 года. Вот. И лещина также рождает. Это только что дуб дает вот каждый год. А его не было. Это основной корм его, дуб, желудь. Несколько медвежат, отловленных в Бикине, жили у Николая Сатюка дома. Он вывез их в бирский заказник. Ну, медвежата мы их поймали, ловили, отлавливали как раз. Дома в клетке держали их, немножко кормили, а потом вывозили на заказник, там выпускали их. Был у нас сачок такой большой, как рыбу ловят. Догоняешь этого медвежонка, накрываешь сачком и все. И он попался. Сетка же, он выскочить не может. Большой мешок где-то раз закрутил. Ну, больших не ловили. Медвежат только. Некоторые медведи, по словам охотинспектора, залегли в зимний сон прямо в населенных пунктах. Зима 2015-2016 годов была тяжелой. Далеко не все звери смогли набрать достаточно жира. Впервые в истории был зафиксирован случай каннибализма. Взрослый гималаец, который никак не мог впасть в сон, вытащил из дуплистого дерева 2-годовалого самца и съел его. Вот эта сопка, вот Кирсаних, оттуда мне звонили, что у них залез медвежонок в это. Ну, я не знаю, какой-то у них там сыроюшка была. И лег спать. Ну, я туда приехал, он говорит, он там лежит, тетка сказала, там лежит. Я говорю, ну, если лежит, спит, пускай себе спит, не надо его трогать. Пусть. В тайге я сам видел медвежата, ну, такие вот побольше. Идешь, смотришь, идет. Ну, по снегу след его. Такой, что он в дупло залез. Ну, думаешь, все, лег. Проходит, завтра приходишь туда, а он уже вылез. Он голый. Куда ему идти? На нем шерсти как таковой, ну, может, там пятаки какие пооставались, а так он шкуру видно. Основную массу, наверное, выбили их, а которые были посильнее, они ушли в тайгу, там остались. А это все, что пришло, оно... Пограничники сколько их перестреляли там, когда они через проволоку, она же срабатывает, она под этим, под напряжением все. В основную массу выбили его. В 2016 году ситуация повторилась, пусть и в меньших масштабах. Гималайских медведей вновь ловили и отстреливали. Ученые писали, что только в населенных пунктах близ хребта Хехцир за 2 года было убито 36 животных, почти вся популяция, обитавшая в этом месте. При этом в ненарушенных рубками лесах, например, в Бикинском нацпарке, неурожай лесных кормов тоже был, но не настолько серьезный.
и обитающие там медведи смогли пережить эти годы, не выходя к человеку. В 2009 году зоолог Сергей Колчин взял на воспитание 3 гималайских медвежат-сирот – Яшку, Шума и Шикшу, и заменил им мать, которую убили браконьеры. 1,5 года он прожил с ними в тайге и, подготовив к самостоятельной жизни, отпустил. На юге Дальнего Востока, как после охот на берлогах, так и в результате лесозаготовок, когда лесорубы тревожат медведицу, либо специально ее будят, там отстреливают. Остается очень много медвежат-сирот, оставалось. Сейчас их количество гораздо меньше, потому что популяции медведей, они уже просто настолько истреблены, что медвежат стало действительно мало. Но не потому, что меньше охотятся, а потому, что их в принципе мало. В нашем регионе появлялось каждый год несколько десятков медвежат-сирот гималайского медведя. Меня всегда интересовала еще со школы возможность их подготовки к самостоятельной жизни в природе. Причем такие работы, в общем-то, они не были пионерными, потому что с медвежатами-сиротами много где работали. Одним из моих учителей был Валентин Сергеевич Пажинов, который еще с 70-х годов начал работать с детенышами-сиротами бурого медведя. И в 2009 году мы взяли первых медвежат, 3. Мы работали и с бурыми медведями, и с гималайскими, с детенышами-сиротами. У нас было порядка 16, я уже точно не скажу, 16-17 гималайцев и около 8 бурых медведей. Так вот, первых медвежат мы взяли в 2009 году. Это было 3 медвежонка из разных выводков. Был брат с сестрой Шум и Шикша, и был Яшка еще медвежонок. И мы с ними работали в течение 1,5 лет. То есть 2 сезона мы с ними отработали полностью. Мы их не только подготовили к жизни в природе по методике Валентина Сергеевича Пажетного, но еще мы наблюдали, как формируется у них поведение, как у них формируются навыки жизни в природе при отсутствии матери. Фактически мы жили с медвежатами в лесу, оберегали их от крупных хищников своим присутствием, подкармливали их, понятно, дополнительно, потому что им естественных кормов не хватало, поскольку они жили в вольере значительную часть дня. И в течение 2 лет мы смотрели, как у медвежат эти навыки формируются. И оказалось, что никакого обучения им со стороны матери не требуется. Превосходно работают инстинкты. Важно медвежонку с самого раннего возраста оказаться в естественной для него обстановке, чтобы он находил естественные корма, чтобы он встречал дупла, животных сородичей, то есть чтобы он рос в типичной родной для него среде. А уже благодаря инстинктам медвежата превосходно находили все корма, которые поедают медведи. Это больше 40 видов растений. Они прекрасно знали дупла, находили их, обустраивали для зимовки. Они избегали опасностей, они панически боялись тигров, они дифференцированно относились к медведям. Они, скажем, боялись самцов сильно, которые для них больше опасность представляют, нежели самки, молодые медведи. И у них очень уровень страха зависел от того, кого они встретили, скажем, взрослого самца гималайца, либо самку с медвежатами, либо молодого медведя. Когда встречали следы тигра или непосредственно тигра, у нас были случаи нападения тигров на медвежат, у них паника была, это самый такой эмоциональный всплеск, и по силе страха встреча следов тигра и самих хищников, ничто не могло сравниться. И оказалось, что важно медвежонку просто оказаться с самого раннего возраста в естественной среде. Понятно, что все контакты с медвежатами были предельно ограничены, максимально мы работали только вдвоем, мы с медвежатами не разговаривали, не гладили их, то есть никаких сладостей, разумеется. То есть ограниченная подкормка в виде каши, скажем, овсяная или кукурузная, пшеничная, в зависимости от возраста. В раннем возрасте это молочное выкармливание. А так медвежата были большую часть времени в вольере предоставлены сами себе, и каждый день мы с ними осуществляли прогулки. То есть я прокладывал маршруты таким образом, чтобы медвежата максимально полно знакомились с окружающей их обстановкой. И этих медвежат в возрасте 1,5 лет удалось вернуть в природу. Они благополучно ушли, и Шикша еще у нас 4 года отмечалась на участке. Они были помечены ушными метками, то есть она, в общем-то, и фиксировалась на фотоловушках. И были с ней встречи, когда я уже работал со следующими группами медвежат. Мы Шикшу тоже встречали в лесу, то есть она подходила, она меня знала, по запаху помнила. При этом она избегала других людей, были с ней встречи. Еще важный момент. Если в первый год уродил кедр или дуб, если желуди или орехи, медвежата уже в августе могут приступать к самостоятельной жизни, то есть с возраста 7 месяцев. То есть, казалось бы, маленькие крошки, даже при отсутствии матери, они уже сами самостоятельно могут уходить и жить в лесу.
Вот среди обывателей такое мнение распространено, что медведица чему-то учит медвежат, там учит. Ничего она их не учит. Она только их водит по территории, они за ней ходят, да, и она им обеспечивает защиту от хищников. И молоком выкармливает, понятно. А учатся они всему сами, на основе инстинктов, на основе врожденного поведения. Помимо рубок леса, холода и бескормицы, для гималайского медведя в России есть и еще одна опасность. Это охота. Наша страна единственная, где можно легально подстрелить гималайца. Во всех остальных государствах он находится под охраной. Убивают медведей ради развлечения. Вкус мяса у них слишком специфический, а спроса на шкуры сейчас нет. Но в мире охотников это престижный трофей. Право убить одного медведя стоит около 700 тысяч рублей. Некоторые охотхозяйства на Дальнем Востоке специализируются на такой охоте, организуя комфортабельный тур с приватами. Для медведя раскладывают кукурузу, мясо, рыбу. И когда он приходит на место, убивают, чтобы повесить его череп на стену. Здесь вот крупный медведь гималайский. Вот вечером вышел с дома, вижу, вот здесь вот идет. Здесь вот на деревьях видел другой раз медвежонка. Вот здесь сидел прямо, тоже гималайчик один. Ну, дальше пройдем, я покажу, где это. Медведь выскакивал, который собака гоняла. Пес его вот здесь вот за бок хватанул, а я сюда отскочил, вот на этот бугорок. И они пошли по кустам крутиться. Александр Даневич – охотник из села Лесопильного. В 2016 году он сам пострадал от раненого им гималайского медведя. От той встречи у него остались переломы рук и пальцев, выбитый глаз и оторванный нос, который врачам не удалось полностью восстановить. Тот год был голод медведя. У нас по поселку тут носились медведи, просто вот здесь вот по улицам, где мы снимаем. А потом я уехал на охотничий участок уже на сезон. Ну и получилось так, что я целый день там на одной избушке проработал, ну, готовил дрова на зиму, то есть, ну, все к охоте готовил. А потом пошел на другую избушку. Ну и вот напоролся на мишку. Ну, он вылетел, уже что-либо делать было поздно. Один раз я успел выстрелить, но пуля не остановила, он меня сбил и начал рвать. Ну, рвал долго и упорно, перекусил мне обе руки, по локти были раздроблены. Ну, здесь было только 20 дырок от кукол на правое, левое вообще было в лепешку. Тут аппарат Елизарова мне потом ставили. Вот. И лицо, ну вот то, что видите, это уже результат пластических операций. У меня фактически половины лица не было. Понимаю, что уже мне конец приходит. То есть еще немножко, и он меня доест. А у меня, когда, как на грех, было всего 2 патрона в карабине. Вот одним я выстрелил, а карабин затворный, старый. Ну, он как бы не рассчитан на такую охоту. А второй я успел только затвор открыть, и он меня сбивает. Ну и карабин улетел, естественно, в сторону. А он лежит на мне. Ну и рвет лицо. Ну, просто вот так вот. Нос оторвал тут, глаз вырвал. Ну, в общем, такие вот вещи творит. И я понимаю, что если сейчас ничего не делать, ну, просто кранты. Вот эту руку правую закинул назад, а левую поглубже вставил ему в рот, и он, ну, жует ее. Ну, кости хрустят, все как положено. И правой сломанной стал шарить, и просто повезло, я нащупал кончик ствола карабина, за мушку его поймал. Ну, подтягиваю к себе, этот глаз уже ничего не видел, левый. А правым, хоть тут кровь текла, но видно было. Смотрю, патрон торчит в затворе, затвор не закрыт, один патрон торчит. Я закрыл затвор этой сломанной рукой. И левой, ну, как бы удерживаю голову, чтобы он, ну, не выбил карабин. Подтянул ему под подбородок, приклад в землю, пальцы тоже сломанные были. И вот с каким-то сломанным, не сломанным, а целым пальцем я нажал курок, ну и все.
вылез из-под него и пошел. Ну, идти сложно было, потому что как бы крови очень много. У меня вот шея, вот видите, шрамы прокушена, тут все это. Ну, голову подниму кверху, одним глазом направление взял, вот 4 километра шел до лесовозной дороги. Потом меня подобрал лесовоз. Но по виду водителя я понял, как я выгляжу. Примерно как зомби, который вылез из-под земли. Весь в крови, в клочьях. Это. Ну, смотрю, мужику поплохело. Я говорю, мозги не торчат. Он говорит, мозги не торчат, но лица у тебя нету. Была же голодуха, причем голодуха была страшная. Гибли медведи, они друг друга ели в тот сезон. Как бы такое истощение было, что дальше уже некуда. Было 2 года голод. Это 15-й год был голод и 16-й год. 2 года голод. Причем я вот лично считаю, что результат этого голода был в том, что сводятся леса, исчезает кормовая база. Если раньше была огромная тайга, где-то в одном месте уродил желудь, там, кедровый орех, в другом не уродил. А сейчас повсеместно пилят. То есть остается там просто клочки. И зверь начинает метаться. Причем он метался здесь, я говорю, вот бегали и по поселку, и по Бикину, и там по Приморью тоже во всех населенных пунктах. Ко мне, пока я на избушке был, в одну из избушек залез медведь голодный. Но вот судите сами, до какой степени это был голод. Там особенно продуктов не было, поэтому он начинал жевать все, что можно. В результате он пожевал даже патроны, которые лежали на полке. Представляете, он брал каждый патрон и разжевывал его, чтобы что-то съесть. То есть уже, ну, фактически и у человека, говорят, когда крышу сносит от голода, то люди тоже кушать друг друга начинают. Вот с медведями была такая ситуация. И на 17-й год просто сразу стало резко видно, что медведь исчез. То есть если их там было десяток, остался в лучшем случае 1. То есть большой отход, гибель огромная была медведя. К предложению Минприроды разрешить охоту на медведей всю зиму Даневич, как и другие простые охотники, охотинспекторы и зоологи, относятся плохо. Это плохая идея, очень плохая, потому что на берлогах добывается, могут добыть медведицу, потому что добывается вслепую часто. Гибнут медвежата, либо сиротеют, либо гибнут. И опять же, когда человек, тем более неопытный, это ладно, я опытный охотник, я могу подойти и определить, кто там лежит. И то как бы не сразу поймешь, кто именно там лежит. А если приехал какой-нибудь дядька с толстой сумкой денег, ему надо берлога, ему привели к берлоге, убили, ну и все. И, как правило, при этом берложные деревья, самая плохая тенденция, то, что медведя никто не хочет, особенно, чтобы он вылез оттуда, с этой берлоги, потому что это опасно. А стреляют часто прямо в дупле, потом дерево спиливается, то есть тащат сразу пилу с собой, дерево спиливается, охотник довольный там фотографируется, что он добыл этого медведя, что он такой смелый был, там вот так подошел, вот вставил в дырку ружье и стрельнул. И все это губится, а берлог не так много, а сейчас их почти вообще не стало. Огромных деревьев, которые, потому что после лесозаготовок они почти все погублены, эти уже деревья. Остались кусочки там где-то, вершинок, ну, сопочек, ключей, но это очень мало. Ну, можно призвать, пусть будет краснокнижным. Он и был всю жизнь краснокнижным. Когда началась перестройка, тогда его из Красной книги вычеркнули. А он был, гималаец был краснокнижный все время. Ну, как перестройка вот началась, тогда это все эти стали делить промхозы, все это на хозяйство, все по себе растаскивать. И я не знаю, кто-то добился, что оттуда, это же из Москвы приходит разрешение убрать его с Красной книги, блин. Что их столько развелось, что уже и не знают, куда девать, блин.
А их, оказывается, на самом деле уже все нету и нету и нету. Поскольку в нашем регионе проходит северная окраина ареала медведя, здесь он обитает, в общем-то, на пределе своих экологических возможностей, а, как правило, на таких участках, на краевых, да, либо это северные окраины, либо южные, где место обитания уже для зверя неподходящее. В таких условиях животные, они всегда находятся в экстремальных условиях, и там они наиболее уязвимы. И вот самый весь парадокс заключается, что во всех странах, где обитает гималайский медведь, он давным-давно взят под охрану. У нас он тоже находился в списках Красной книги в течение 20 лет, до 1997 года. Потом на него вновь открыли охоту. Так вот, самое интересное, что у нас вот он обитает на пределе своих экологических возможностей, в экстремальных условиях. И вот в этой ситуации, когда его места обитания беспощадно уничтожаются, на него ведется интенсивная еще и официальная охота. И кроме того, вот мы анализировали вот эту официальную численность, которую дают вот охотпользователи, которая потом обобщается в виде уже итогового отчета, в виде итогового показателя. Оказывается, что у нас численность медведей, вопреки всему здравому смыслу и вопреки нашим наблюдениям на стационарных участках вот на протяжении последних 20 лет, где медведей численность очень сильно сократилась, вот вопреки этим наблюдениям официальная численность, она, в общем-то, продолжает расти. И как раз вот когда мы обсуждали, была очередная редакция Красной книги, это велась эта вся кампания где-то с 2012 года и на протяжении 6-7 лет затянулись с Красной книгой. Так вот, тогда поднимался активный вопрос среди специалистов о том, чтобы гималайского медведя повторно включить в Красную книгу. И вот на фоне этого как раз происходили эти миграции голодные, когда популяция теряла достаточно большое количество особей. На этом фоне численность медведей официальная, она иногда просто от года были вспышки до 50%, что, в общем-то, противоречило не только здравому смыслу, но и любым биологическим возможностям этого вида. Потому что в норме, в самых идеальных условиях, прирост популяции за один репродуктивный цикл может до 20-25%. Вот. Ну, понятно, что медведи, помимо охоты, они гибнут еще и от хищников в том числе. Есть какие-то многие другие естественные причины, та же бескормица. Так вот, на фоне этих голодных лет у нас численность медведей только-только росла. Что, собственно, подтверждает мнение о том, что эта численность она не имеет ничего общего с действительностью. И вот в Хабаровском крае еще на конец 90-х, начало 2000-х годов, когда у нас еще стояли леса, в общем-то, много где сейчас они уничтожены, численность оценивалась до 1500 в Хабаровском крае. Сейчас она оценивается в 3500. В 2017 году дальневосточный филиал Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства провел исследование состояния популяции гималайского медведя. Эксперт Юрий Дунишенко назвал условия его обитания в России хорошими, и именно он оценил численность зверя в Хабаровском крае в 3500 особей. В научном сообществе этот доклад уже тогда раскритиковали. Некоторые ученые посчитали исследование заказным, сделанным в интересах элитных охотников. Тем удивительнее, что сегодня директор дальневосточного филиала НИИ Вадим Долинин говорит о состоянии популяции гималайцев с неопределенностью. К сожалению, у нас, скажем так, объективной картины, в общем-то, нет. Ни у сторонников введения в Красную книгу, ни у противников введения его в Красную книгу. То есть мы достаточно точных цифр не знаем, сколько у нас медведей. Оценка численности основана на экспертных оценках, основана на оценках состояния среды обитания, основана на методиках по учету бурого медведя, которые, в общем-то, не являются, скажем так, очень объективными. То есть, грубо говоря, мы не знаем на самом деле, сколько у нас медведей. Да, мы можем говорить, что у нас примерно 3000 медведей, 3200. Ну, в общем, несколько сотен туда, несколько сотен сюда. То есть аргументы сторонников внесения медведя в Красную книгу, сводятся к тому, что среда обитания гималайского медведя, она находится в плачевном состоянии. Честно говоря, не знаю, если бы она находилась в столь плачевном состоянии, его бы столько и не было.